У нас сегодня 18 градусов в течение дня. Ночью было вообще 11. В общем, уже 3 дня примерно какое-то похолодание. Дождики идут. Но завтра уже 27. А дальше за 30. В общем, какое-то временное похолодание трехдневное. Это, наверное, передышка перед жарой опять. И выцветание неба заодно. Как это выцветание неба? Ну, серое. Ну это из-за дождя серое пасмурное небо. Из-за дождей. Вот, в общем, мы идем на рынок за фруктами. Что-то мы решили, что мы мало фрукты едим, сезон проходит. Надо побольше. Вот. Потом, в общем, еще там параллельно дела кое-какие надо будет сделать. Потом расскажу. Как-то совсем безлюдно сегодня. Обычно, когда солнышко, люди все равно где-то ходят. Сегодня прям вообще никого. В центре людей побольше, конечно, но тоже очень мало. Дождик никому не нравится. Хотя дождя уже нет. Закончился и вроде бы не обещают. А мы идем в Йетл. Вот в эту. Вот. В общем, нам там прислали. В общем, потом расскажу, пока не знаю. Что нам прислали? Предложение, счет, говорят, открывайте. Предложение, да. Нам прислали предложение открыть счет. Когда мы оплачиваем ежемесячную связь, то мы всегда платим еще и комиссию. То есть получается чуть больше каждый месяц мы оплачиваем, чем должны. И прислали сообщение от Йетл, от компании, о том, что почему вы не хотите воспользоваться банком Йетл, когда вы можете производить оплату в таком случае без комиссии. Мало того, не только платить за телефон, а и оформлять, и делать какие-то покупки, то есть тоже все это без комиссии, оплачивать квартиру, например. То есть у Йетла оказалось, мы об этом не знали, существует банк Йетл, который может оформить счет, и тогда можно оплачивать, но это не карточка на руках, это виртуально, через телефон. И можно оплачивать телефоном, и все это без комиссии. Вот. И поэтому нам стало интересно, мы сегодня зашли и узнали все подробности. Ну, было написано, что все, кто имеет постпейд, тем можно оформить. Но у нас оказалась немножко сложнее ситуация, потому что мы имеем постпейд, но мы иностранцы. Но у нас скоро будет уже год, как мы переехали в Сербию. Вернее, год уже есть, но ВНЖ мы оформили чуть позже. И вот когда где-то это будет примерно конец августа-сентябрь, мы будем уже резидентами Сербии. У нас будет ровно год, как у нас есть ВНЖ. И вот тогда мы можем прийти в Йетл и оформить этот счет от Йетл банка. И будет нам счастье. В общем, мы сможем оплачивать без комиссии. Вот что мы узнали. Мы идем на рынок, вон туда. Какая здесь территория все-таки красивая. Здорово, мне здесь нравится. Все, мы с рынка идем уже, скупились. Что мы купили? Мы купили помидоры,
По 80 динар. Помидоры хорошие. Прям вот на салат отличные. Они, видно, что они так вот чуть-чуть такие мягковатые, но не мягкие. Хорошие, сочные помидоры должны быть. Перчик вот такой болгарский взяли. Немножко тоже на салат. Потому что я уже его много брала, нафаршировала с ним. Сделала фаршированные перцы. Вот, перец по 150 динар. Слива сейчас очень дешевая. Сейчас раскрою. Какая-то поплотнее есть слива, здесь какая-то помягче. По 80 динар. Одну дыньку взяли по 50 динар. Такую вот небольшую. Ну, мы особо много дынь не едим, поэтому маленькой нам достаточно на двоих. Нектарин купили вот такой вот по 100 динар. Я просто не знаю, вкусный он будет или нет, поэтому взяли немножко на пробу. Купили ежевику, вот такую вот, здесь килограмм, 400 динар. Такая большая коробочка, в общем, килограмм здесь. Ну, она была на развес, то есть можно было набрать, сколько тебе нужно. В общем, уже ежевика, по-сербски это купина называется. Ежевика уже дешевеет, можно брать. 400 динар это уже нормальная цена. Я хочу заморозить, ну и на поесть. И еще, как всегда, не удержалась, я купила вот такую красоту. Это глоксинья. Цветов было там просто море. Ну, я решила вот такую взять. Потому что у меня уже, в принципе, очень много цветов. Ну вот, захотелось. Такой у меня еще не было. Все, сейчас немножко отдохнем. Так сказать, перекурим. Хотя, конечно, в отличие от сербов, мы не курим. Да, кстати, раз уж тема такая зашла, на эту тему мне задают вопросы, что вот в Сербии очень многие курят, ну, даже не многие, а, наверное, практически все курят, ну, в большинстве. И мешает ли вам это здесь? Я могу сказать, что нам это абсолютно не мешает. То есть, как бы, в стране свои устои, свои порядки, свои интересы у людей. Почему мне это должно мешать? Как бы я приехала в гости, а не они к нам, поэтому мне это не мешает абсолютно. Я не вижу, чтобы там был какой-то мусор раскидан, там такие окурки прям разбросаны. Такого вроде бы нет. Вот. Если мне просто неприятно, например, на остановке кто-то садится рядом и начинает курить, ну, мне приходится отойти в сторону, как бы. Вот. А так, чтобы прям мне это мешало, нет, мне это не мешает. В кафе, где вот кафаны, где люди много курят, сербы местные, да не только сербы, сюда очень многие приезжают с других стран европейских, чтобы отдохнуть, так сказать, по полной программе, так как здесь разрешено курение, и люди тоже там из Германии приезжают, из других стран, и сидят в кафанах, курят много. Ну, я не хожу в кафаны, поэтому мне тоже не мешает все это. Вот, так что могу успокоить тех, кто не курит и боится, что здесь им будет неуютно из-за того, что в Сербии многие курят. Вот я тоже не курю, и сын не курит, и нам это практически не мешает. Если мешает, мы просто отходим в сторону, и все. Солнышко такое прям выходит вообще. Все, наверное, ну да, завтра уже обещали 30. Вот оно уже и выходит. Куда мы сейчас идем? Домой. Нет, мы не домой сейчас едем. Мы едем еще за велосипедом. Вот, нам нужно забрать велосипед. А потом уже домой. В общем, коту нашему мы так и не купили шампунь. Что-то оказалось, его сложно в Сербии найти, или мы ищем просто не там, не знаю. В общем, в ДМ мы зашли, вот этот вот магазинчик, где разная косметика продается. Ну, кстати, там в том числе есть и животным товары, но шампуня там не оказалось, только еда. Всем привет! Вы на канале Дубль 2, я Галина. Огромное спасибо всем тем зрителям, кто продолжает подписываться на мой канал, кто ставит лайки, смотрит.
Это дает возможность дальше развивать мой канал. Спасибо большое за поддержку. А также хочу отдельно поблагодарить всех тех, кто подписался на YouTube-канал, на новый YouTube-канал моего сына Никиты. Он старается, развивает его, у него уже вышло там 2 ролика, и он продолжает с энтузиазмом заниматься этим каналом, находит все новые и новые интересные темы. Вот, поэтому огромное спасибо вам за его поддержку. Чем больше человек будет подписываться на его канал и смотреть, и ставить лайки, тем больше у него будет возможности развить этот канал дальше. В общем, с рынка мы плавно перетекли домой. Немножко еще затрону эту тему курения. То есть, что я хотела сказать по поводу курения. В общем-то, я уже частично сказала. И хочу сказать, что немножко здесь, конечно же, есть разница между Россией и Сербией в том, что если в России вы можете человеку курящему, который вам мешает, сказать, что не надо здесь курить, и, ну, скорее всего, вас большинство поддержит, то в Сербии такого нет. Если вам мешает курение, то вы просто сами, так как это вам мешает, вы сами отойдете, потому что большинство людей здесь курящих. Вот. Но в России тоже случаи бывают разные. Я вот вспомнила один случай, когда, я помню, шла, тоже уже это было близко к нашему переезду сюда, и у меня были какие-то дела, я несла какие-то вещи, в общем, была уставшая такая, и увидела лавочку, думаю, сейчас я тут немножко посижу, отдохну. В общем, поставила вещи, присела, и вышел из дома какой-то парень, сел рядом и стал курить. И, конечно же, ко мне, как человеку некурящему, это очень неприятно, я его попросила отойти. Вот, ну, реакция была такая, не так, чтобы он отошел, а он сказал мне, куда мне нужно идти. Вот, в грубой форме, конечно же, на 3 буквы. И парень был примерно ровесник моему сыну, конечно, это было неприятно, поэтому не факт, что в России тоже вам пойдут навстречу. Но здесь, я думаю, даже не стоит этого делать, потому что это другой менталитет, это другая страна, это мы здесь гости, мы приехали в эту страну и в эти другие правила. Поэтому если нам неудобно, мы просто отходим, если нам это неприятно и мешает от курения. Вот и все. То есть большой проблемы в этом на самом деле я не вижу. Сегодня мне нужно заполнить заявление, которое я подаю ежемесячно в компанию Медиана. Называется оно Захтев, то есть заявление, да, о умельнической активности. То есть о том, что я рисую и продаю свои работы. В общем, я подаю каждый месяц вот такое заявление. И каждый месяц мне выдают подтверждение о том, что одобрено. Я уже рассказывала подробности, но сейчас еще раз расскажу. То есть с чего начинается? Мы пишем заявление дома, я его покажу, как заполнять. В принципе, это касается не только рисования. Если вы занимаетесь какой-то еще деятельностью, там, не знаю, открыли киоск какой-то, еще что-то, там, не знаю, парикмахерскую, прокат машинок детских, то есть какой-то такой вот бизнес, честно говоря, я не знаю, все ли вообще категории бизнеса относятся к этой компании, разрешения все ли у них получаются, не знаю, потому что кроме уметнической активности, то есть рисования, меня ничего не интересовало, и я не узнавала на эту тему. Но видела, что там очень много лежат бланков на разные темы, то есть на разную активность. Поэтому вот то, что касается уметнической активности, я покажу, как заполняется заявление. Значит, после того, как мы заполнили заявление, нам нужно еще, помимо этого заявления, распечатка, сборовка. Опять же, напоминаю, это не копия самой пластиковой карты, а именно распечатка. То есть это можно сделать в фотокопирке. Ты отдаешь свой боровок, пластиковую карточку, и тебе с компьютера распечатывают всю информацию, которая внесена в твою карту. То есть А4, на котором будет вся информация по вашему боровку. Вот, значит, это второй документ. И копия паспорта. Все, по документам все, больше ничего не нужно. Нужно еще оплатить пошлину, которая 100 динар стоит. Оплатить можно на почте. И за пошлину в 100 динар берется еще комиссия 60 динар. То есть всего получается 160 динар оплачивается. То есть разрешение на продажу моих работ, вот картин в центре города,
стоит в месяц 160 динар. Это, конечно же, ни о чем. То есть даже если я, скажем, будет очень нехороший месяц, будут идти дожди, ливни, ветра, я, кстати, да, даже в ветра я не выхожу продавать, потому что у меня нет нормальных условий. У меня, если бы там была деревянная кучица, то есть домик, да, какой-то, где можно было бы поставить все это, закрыть от ветра, тогда да, можно было бы продавать, в общем-то, в любую погоду ходить. Другое дело, кто в такую плохую погоду будет приходить покупать, тоже вопрос. Но так как у меня и нет такой крыши над головой, я не могу носить в дождь, в снег, в ветра, продавать свои работы. В ветра, потому что работы легкие, и их просто вот так вот колышет, их может повредить. То есть это тоже неудобно. Я всегда завишу от погоды. То есть только в хорошую погоду. Опять же, в жару, солнечные дни тоже ничего не продается, потому что это обычно лето. Люди, очень многие уезжают из Сербии отдыхать на летний период. И желающих купить становится прям в разы меньше. Вот, поэтому самый хороший период, мне кажется, он не особо долгий, это осень и весна, тогда, когда нет дождей, но при этом еще не наступило лето. То есть вот эти периоды продаж хорошие. Все остальное не очень. Поэтому нужно стараться использовать любую возможность размещать в Инстаграм, Фейсбук свои работы. Кто-то размещает еще на других сайтах продажи картин, но у меня не особо хороший опыт. Я на eBay выставляла, вот, на Saatchi, и у меня не продалась ни одна работа, поэтому за полгода. Поэтому я больше не занимаюсь этим. Вот, я продаю вот так вот. То есть принесла, где можно пощупать, посмотреть. Вот. И, например, бывают такие варианты, когда могут и не купить в день в этот, но с людьми меняешься телефонами, то есть они подписываются на твой Инстаграм. То есть тоже как бы ты даешь рекламу о себе. 2 работы у меня заказали просто. Подошли и спросили, а можно ли по фотографиям заказать у вас 2 картины. Фотография – это пейзаж. То есть портреты я не берусь рисовать, мне это не нравится. Я могу нарисовать, но на заказ портреты я не рисую. Мне просто это не к душе. Не люблю рисовать портреты. То есть животные, пейзажи, любые пейзажи, и морские, и горы, цветы, деревья – это все мое, это все я люблю. Портреты не люблю. Поэтому, тем более на заказ не берусь никогда их рисовать. Вот, в общем, сейчас я покажу, как заполнить это заявление, в общем, какая информация сюда вносится. Вот. И про цену я уже сказала, что это очень дешево, поэтому если даже не продалась ни одна работа, то да, неприятно, обидно, но это не финансовый минус, скажем так. То есть что такое 160 динар? Это там 120 рублей, по-моему. То есть 120-130 рублей, да, то есть это ни о чем в месяц. И к тому же в нише бесплатный проезд. То есть мы даже не тратимся на транспорт. Вот, ладно, перейдем к заявлению, как его заполнить. Вот так выглядит заявление. Значит, вот здесь вот написано, что уметнички активности, Захтев. То есть запрос на разрешение. Дальше, первое, имя, презимья. Пишется на сербском, конечно же. Я пишу кириллицей. Вообще, все эти заявления до сегодняшнего момента заполнял у меня сын. Но сейчас он слишком перегружен, у него очень много всякой работы и подработки, и занимается YouTube-каналом, развитием. В общем, дела у него слишком много, поэтому как бы, пора часть брать на себя. Вот, просто так как он знает сербский лучше, как-то я все вот эти свои тоже дела ему повесила, и он все это делал. Вот. Ну, раз ты знаешь лучше, ну, давай, тебе же проще. Ну, как бы сама в сторонку. Вот. А сейчас, конечно же, я хочу его разгрузить. То есть здесь нет ничего сложного, чтобы заполнить. Я буду возиться подольше, чем он бы это сделал, но ничего, это несложно. В общем, в первой строке пишем имя. Во второй строке это номер GMBG.
это номер, значит, вообще номер паспорта. Если бы мы были местными сербами с сербским паспортом, то сюда вносился бы номер в паспорте, который прописан. Но так как мы не имеем еще сербского паспорта, у нас есть боровок, то есть карта вот эта пластиковая, то есть номер переписывается оттуда, из пластиковой карты. Дальше заполняется адрес, то есть по которому адресу мы проживаем, то есть мы живем, у нас своя квартира, мы указываем, естественно, этот адрес своей квартиры. Телефон, опис активности, это значит описывается та деятельность, которую вы планируете осуществлять. То есть у меня будет написано, что я рисую, я художник и продаю свои картины, а также, так как я продаю еще подносы, которые я также расписываю сама, а также изделия из дерева будет написано, расписанные. Здесь локация, да. Локация – это указывается адрес, по которому вы будете продавать. Так как разрешено в Сербии продавать только по одной улице, она очень большая, типа в Москве Арбата, в общем, это центральная улица, очень длинная. Вот, но вы не можете стоять в любом месте, вы выбираете себе свое место, где вам нравится, смотрите номер дома, возле которого это место расположено, и пишите номер, вернее, название улицы и номер этого дома. Мы изначально взяли номер 1 сначала у нас был, но нет такого, чтобы ты должен стоять прямо возле этого дома. Можно немножко там в пределах, я не знаю, там 15-20 метров двигаться в сторону. То есть, если там не занято, не стоит еще кто-то не продает, то есть ты можешь подвинуться. Если же у человека там есть разрешение, это место занято, то, конечно, тогда нет. То есть нет такого, чтобы к тебе подошли и сказали, что твое место не здесь, а вот прямо рядом с этим домом. Такого нет. Вот, а сейчас мы немножко поменяли, сдвинулись еще на несколько домов. Нам показалось, что там более удобное место. Просто по той причине, что, как я уже говорила, до сих пор нет возможности возить вот эти стеллажи, на которые я буду вешать картины. А там стоят такие деревья в огромных кашпо деревянных. И на эти деревянные кашпо можно развешивать мои работы только из этих соображений. Повершина, в общем, это размер той территории, которую мы имеем право занимать. На каждого человека дается 4 квадратных метра. То есть здесь мы указываем 4 квадратных метра. И период, следующее, пятое, это период. То есть если мне сейчас нужно получать разрешение на август месяц, то это будет с 1.08.26 по 31, если там 31 день, не помню, надо посчитать, 08.26 года. Вот, в общем, указывается месяц. Дальше таблица это не заполняется, здесь ничего не нужно. И внизу вот описано, так, внизу у нас такса за подношение захтева. Значит, здесь реквизиты прописаны, на которые нужно оплатить, и сумма 100 динара. Вот. И написано, что 30 на 30 дней это действует. Вот. В общем, ничего сложного. Пишем, как я сказала, уже на сербском языке. Все. Потом, когда мы приносим, ну, естественно, подпись, дата. Вот. И когда мы приносим это и те документы, которые я перечислила, и оплатили нашу 160 вместе с комиссией динар, значит, пошлину, то примерно, ну вообще очень быстро, вот честно, буквально несколько дней, и они присылают не на почту, а в почтовый ящик, либо это приходит почтальон и отдает лично в руки, либо, если вас не было дома, то опускает в почтовый ящик. Вот, нам 2 раза отдавали в руки, мы были дома. То есть приносят через... Да я вот не знаю, прям 2-3 дня. Очень быстро это делается все. Буквально 2-3 дня, и все, и вы получаете разрешение. И это разрешение вы носите с собой уже
когда продаете, вот за все время, пока мы там продаем картины, к нам ни разу никто не подошел, не спросил это разрешение. Хотя мы видим, что в центре иногда появляется какой-то патруль полиции, который проходит, смотрит там, но ни разу никто к нам не подошел, не спросил разрешения. Смотрю сюда, потому что у меня здесь есть уже готовый с прошлого месяца заполненный. Вот, и просто переношу сюда данные. Опис активности. Продажа слика и осликанных древени предмета. То есть это о чем я говорила, что продажа слика это картин и расписанных деревянных предметов. Центральная улица у нас называется Абреновича. Август. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август. 31 день. Я всегда так считаю. Не знаю, кто как. Я не помню, поэтому я всегда считаю по косточкам. 31 день. Так, период у нас получается с 1.08.26 по 31.08.26. Все. Дату я пока не буду ставить, только подпись, потому что дату я поставлю тогда, когда его понесу. Обычно нужно нести как минимум за неделю до окончания месяца предыдущего. Но мы уже немножко протянули. Вот, ну, как бы еще несколько дней есть до конца месяца, так как они делают очень быстро, поэтому я думаю, ничего страшного. Мы уже носили даже в последний день месяца, и нам дали разрешение буквально через пару дней, поэтому нормально. Хотя они, конечно, предупреждают, когда у них большой наплыв, они советуют подавать за 2 недели до начала следующего месяца. Все, заполнили. Ничего сложного. Всем тем, кто планирует переезжать из России, жить в Сербию, хочу дать маленький совет, а может быть он даже и большой совет. То, что вот мы в свое время не сделали мы, сделайте, пока вы живете в России, апостилируйте все документы. Сделайте апостиль на все необходимые документы. Потому что даже если вы переезжаете в Сербию, и здесь они не нужны, эти апостили, все же будет дешевле сделать эти апостили в России, чем потом ехать специально в Россию. Билеты на самолет дорогие, то есть вам выйдет это дороже специально приезжать и делать апостили, потому что вы не знаете, как в Сербии пойдет ваша жизнь. Поэтому сейчас они не нужны, а потом они могут понадобиться. Вот мы сейчас, например, озадачились тем, что нам нужно подготовить все документы с апостилями. Хотим это сделать. Но у нас нет прям в ближайшее время таких планов. Но они есть, но не на ближайшее время. Поэтому мы хотим собрать все документы, сделать их апостилированными, заверенными, чтобы они у нас лежали, были наготове, когда они нам понадобятся. То есть, тем, кто понимает, что, я уже сказала, в Сербии апостиль не нужен на документы, а в Европе нужен. И какие бы ваши планы ни были, вы не можете быть уверенными в том, что эти планы прям будут вот точными, потому что они могут измениться в процессе. Необходимые документы, которые нужно апостилировать, это свидетельство о рождении, это аттестат. Даже если у вас есть высшее образование, все равно аттестат нужно апостилировать, потому что очень часто он нужен. Это диплом об образовании, там высшее, там какое у вас, нужно апостилировать. Это справка
о отсутствии судимости. Ее нужно получить и тоже апостилировать. Если у вас есть какие-то, изменялись фамилии, выходили замуж, разводились, то нужно и свидетельство о браке апостилировать, и о разводе, и свидетельство о перемене имени тоже апостилировать. Если у вас есть какие-то дополнительные курсы образовательные, и вы получали в свое время диплом, и этот диплом признается, да, то есть будет апостилировать Министерство образования. Этот диплом там признается, то такой диплом тоже нужно по курсам, тоже нужно апостилировать. Вот, и, значит, стоит это апостиль один 2500 рублей. Плюс после того, как вы получаете документ с апостилем, вы уже заплатили 2500 рублей за него, вам нужно его еще заверить у нотариуса. То есть это еще будет плюс денежка. Если это несколько документов, да еще на несколько членов семьи, то есть, в принципе, это получается, конечно, ну, такая чувствительная сумма, но ее нужно сделать, потому что ехать все равно потом специально покупать билеты и мотаться туда-сюда, это выйдет дороже в несколько раз. Вот. Вот, так что теперь мы вот сейчас запланировали все подготовить, документы. Еще раз скажу, у нас пока нет прям конкретных планов, но есть мысли. Поэтому мы хотим подготовить заранее пакеты документов, которые нам могут понадобиться. В общем, и как я уже перечислила, все я подготовила, там свои свидетельства о рождении, там о высшем образовании, сына тоже. И у меня, например, я меняла фамилию свою, высшее образование я получила с фамилией мужа, когда я была замужем, потом после развода я вернула себе свою фамилию девичью, вот сейчас с ней нахожусь, с девичьей фамилией. Вот. Но так как у меня уже не совпадает фамилия, мне нужно обязательно еще справку или свидетельство называется о перемене имени, тоже ее апостилировать обязательно. У меня есть еще дополнительное образование. Я отучилась на преподавателя рисования и декоративно-прикладного искусства. Вот, мне этот диплом нужно будет апостилировать. И еще я закончила курсы флориста, тоже получила диплом. Он тоже входит в эту систему, его тоже могут апостилировать. То есть он там не какой-то Шарашкиной конторы, а от вуза он был, кстати, от даже биржи труда. То есть я сама выбрала на бирже труда, где я хочу учиться. И перед тем, как переехать в Сербию, я закончила сразу несколько курсов. Это флорист, это специалист по озеленению садово-парковых территорий и преподаватель рисования и декоративно-прикладного искусства. Вот, но единственное, что преподаватель рисования декоративно-прикладного искусства у меня было от института, а 2 остальные профессии я получила на бирже труда. Вот, бесплатно. Так что, если кто-то сейчас находится без работы в России и планирует переехать, прям советую, воспользуйтесь этой возможностью на бирже труда, если вы стоите. Есть очень много курсов бесплатных. Вы можете отучиться и получить диплом, и не только диплом, в общем-то и знания. То есть знания даются полноценные, хорошие. Я была этому очень рада. Вот. И тем более, что это нормальные документы, которые признаются Министерством образования в России, вы их можете апостилировать. И, возможно, вам за границей понадобится это дополнительное образование. Потому что у меня, к примеру, экономическое высшее образование. Я экономистом не работала ни дня в своей жизни, поэтому толку от этой корочки высшего образования мне здесь нет никакой.